Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Всем привет! Сегодня я готовлю самые вкусные пирожки в мире. Не верите? Давайте готовить вместе. Я не люблю пирожки с капустой, но не люблю те, которые продаются в магазинах, еще где-то, со свежей капустой, которую тушат. Я люблю пирожки с капустой квашеной. В общем, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Ну и, конечно же, приготовим классические пирожки с картофелем. Куда же без них? Для теста мне понадобится 600 граммов муки, 350 миллилитров воды, столовая ложка сметаны, чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара, дрожжи 7 граммов и 20 граммов сливочного масла. Итак, в воду комнатной температуры или слегка теплую я отправляю дрожжи. Сюда же добавляю сахар, перемешиваю. В муку отправляю соль. Перемешиваю слегка соль с мукой. Теперь сюда отправляю сметану. И всю эту жидкую составляющую. И замешиваю тесто. Можно, конечно, руками. Я отправлю в миксер. Миксер замесит тесто. В конце замеса я добавлю масло сливочное. И еще домешу. Вот такое гладкое, эластичное, мягкое, нежное тесто получилось. Все, отправляю его на расстойку. Можно оставить тесто примерно на час, оно поднимется, и готовить. Я же отправила тесто на всю ночь в холодильник, готовлю на следующий день. На сковородке обжарила в небольшом количестве растительного масла лук, 1 головку, и теперь отправляю сюда квашеную капусту. Если капуста у вас слишком соленая, ее можно предварительно промыть. А если она нарезана слишком длинной соломкой, можно еще и предварительно ее нарезать помельче. Капуста наша уже практически готова. В конце тушения я ее перчу по вкусу, перемешиваю, еще минутка, и все. Наша капуста тушеная, квашеная, готова. К концу тушения она должна стать мягкой и изменить цвет. Вот так. И как я уже сказала, тут у нас семья делится на 2 лагеря, поэтому я делаю еще картофельную начинку. Обжарила на сковороде лук в небольшом количестве масла, картофель отварила и делаю из него пюре. Тут, естественно, каждый делает кому чем удобно. Я вот таким приспособлением. Мне им очень удобно, и пюре получается воздушное. Если у вас толкушка, спокойно делайте толкушкой. Теперь к этому картофелю я добавляю лук, который обжарила на сковородке. И, естественно, теперь надо добавить специи по вкусу. Я сюда не люблю особо много специй в картофельное пюре класть. Солю по вкусу, добавляю черный молотый перец, красный острый перец молотый, естественно. И еще я добавляю немного куркумы для желтенького приятного цвета. С куркумой надо быть осторожными, чтобы не испортить вкус. Немножко ее совсем кладу. И все это перемешиваю. Я люблю перемешивать вилкой, чтобы пюре оставалось все равно и после перемешивания, после приготовления более воздушным. Ну вот, в принципе, и все. Картофельная начинка тоже готова. Тесто всю ночь у меня ферментировалось в холодильнике. Все вредные вещества из него вышли. И сейчас у нас будут самые полезные и самые вкусные пирожки. Делим, как всегда, на части, на колобочки. Ничего не взвешиваю, все на глаз.
На кусочки разделила и теперь на колобочки. Вот так у меня получилось. Сколько? 2, 4, 6. 20 колобочков как раз получилось. И немного оставлю минут на 15, пускай они отдохнут, и потом буду дальше продолжать. Прошло 15 минут у меня, и я начинаю прям вот так руками делать лепешечки из колобочков. Вот такие. Поверхность я смазала растительным маслом уже, чтобы не было лишней муки. Тесто уже проснулось, начало пузыриться, видите, уже после холодильника отошло. И кладу начинку. Больше, меньше по вашему вкусу. Капуста эта солененькая, слишком много ее класть не надо. И вообще мы любим в пирожках, чтобы было больше теста, чем начинки. Если вы любите больше начинки, кладете больше начинки. Это опять по вкусу. И закрываю. Стандартным классическим способом закрываю пирожки все. Противень застелила бумагой и отправляю на противень. Так как не все члены семьи у меня любят такую начинку, поэтому я делаю половину с капустной начинкой, вторую половину с картофельной. Сделала для печеных с начинкой капустной. Накрываю их пленкой, даю растаиваться. И в это время уже включаю духовку. Пока пирожки расстоятся, духовка тоже нагреется. На 200 градусов ее включаю, режим вверх-вниз, без конвекции. А сама пока делаю теперь пирожки, которые буду жарить с картошкой. Не такие полезные, но очень вкусные. Ну, с картошкой пирожки мы любим жареные. Знаю, что вредные, на масле, но вкусные. В нашей семье пирожки жареные с картошкой, все без исключения их любят. И также начинку по желанию. Хотите больше начинки, хотите меньше начинки. Для жареных пирожков вообще не страшно. Они, в отличие от печеных, не лопаются во время выпечки, во время жарки. Поэтому кладите начинку по своему вкусу. И также закрываю таким же классическим способом. И кладу швом вниз. На муку уже не кладу, кладу на масло также, чтобы при жарке мука не горела и наши пирожки не были черными. Все, также эту партию пирожков закрываю. Вторая партия пирожков тоже готова, я ее накрываю на расстойку. А в это время у меня уже как раз подошли эти пирожки с капустой. Хочу смазать их яйцом. Одно яйцо беру, взбалтываю и смазываю наши пирожки. Если вы не любите вкус, запах яиц, то не смазывайте. Я люблю, чтобы они были такие румяные, глянцевые, красивые. И отправляю в уже разогретую духовку минут на 15-20. Все зависит от вашей духовки.
Проверяю масло. Я налила масло на сковородку, разогреваю. Когда идут вот от зубочистки, от шпажки пузырьки вот так, значит масло уже достаточно согрелось. Или можно кусочком теста проверить. Но у меня кусочка теста не осталось. И отправляем сюда наши пирожки. Оп. И еще один поместится. Жарим. Переворачиваю уже первую партию. Подрумянились. Первая партия готова. Снимаю. Конечно же, на бумажную салфетку. От лишнего жира избавляемся. И следующую партию загружаю. И переворачиваем. Какие румяненькие. Вторая партия готова. И так буду все пирожки дожаривать. Последний пирожок. И что хочу вам сказать и показать. Обратите внимание, что ни капли жареной муки, ни капли горелого масла нет здесь совершенно. Все потому, что мы их не обваливали в муке в конце, не на муке их формировали, а на масле. Это очень важно. Чистейшее масло, видите, прозрачное. И наши пирожки из печи подоспели. И жареные пирожки тоже готовы. Сейчас я переложу и все вам покажу. Чуть-чуть они остынут. Вот такие пирожки у нас сегодня получились. Опять-таки я вам предложила из одного теста два вида разных изделий. Вроде бы одно и то же, но совершенно разные. Печеные и жареные пирожки, вы сами знаете, очень даже отличаются по вкусу и по полезности. Я хочу вам показать, какие они внутри. Заметьте, что пирожки все целенькие, вот такие, снизу какие они красивенькие, печеные. Видите, да? Хорошо пропеклись. Снаружи слегка есть даже хруст. И вот такие внутри. Вот, с начиночкой. Пухленькие, тесто хорошее, не тонкое. Потому что в печеных пирожках очень часто бывает тонюсенькое тесто, а мы любим тесто побольше. Но если вы любите тонкое тесто, значит раскатываете потоньше. Очень вкусные, снаружи слегка хрустящие, снутри мягкие, воздушные, очень вкусные пирожки получились. Ну а жареные даже и пробовать не надо. И так понятно, что они всегда вкусные. Посмотрите, они такие, они всегда и пухлее, и жирнее, и, конечно же, вкуснее. Все-таки жареные пирожки всегда самые вкусные. Ну а я хочу сказать всем спасибо большое за просмотр, за подписку. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.